Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. В одном из отдаленных уголков Сибири, у реки Енисей, жил могучий бурый медведь по имени Миша. Люди его уважали и боялись, за его силой и мудростью скрывалась почти легендарная репутация. Однажды летом Миша стал чувствовать, что природа манит его к себе, зовет за границы привычных лесов и холмов. Он отправился на долгий путь, огибая горы и озера, пока не достиг огромного синего моря, простиравшегося далеко за горизонт. Миша смотрел на бескрайние водные просторы и чувствовал непреодолимое желание оказаться по ту сторону, где, по его представлениям, жизнь издавна была иной. Он знал, что это путешествие не будет простым, но его дух, окрыленный свободой, не знал страха. Как только сумерки окутали берег, он вошел в воду и начал свое долгое плавание. Дни и ночи сливались воедино, пока он смело боролся с могучими волнами и коварными течениями. Несмотря на усталость и изнеможение, медведь двигался вперед, воодушевленный своей загадочной целью. Как-то на рассвете позади него раздался звук выстрела. Охотники, следовавшие за ним, не знали покоя, но в воде зверь был неуязвим. Однако одна из пуль все же задела его бок, оставив кровавый след в пронзительной боли. Спустя несколько часов, измученный и истекающий кровью, Миша достиг неизвестного берега. Из воды он вышел в шоковом состоянии, но был наполнен ощущением победы. Казалось, само море даровало ему право быть на этом берегу. Берег оказался местом, где в это же время отдыхали люди. Мгновение назад они мирно загорали, наслаждаясь теплом летнего солнца, и вдруг перед их глазами возник огромный медведь. Паника охватила всех, и каждый спасался как мог. Люди разбежались с криками, оглядываясь и не веря своим глазам. На пляже остались только двое молодых людей, Алексей и Олег, которые, вопреки страху, решились остаться. Они заметили, что медведь тяжело дышит, и его бок обогрен кровью. Сердца их сжались от жалости и сострадания. «Надо помочь ему», — сказал Алексей, сжимая в руке мобильный телефон. «Сначала позвоним в службу спасения диких животных, так будет безопаснее для всех», — предложил Олег, кивая на медведя, который стоял неподвижно и лишь окидывал все вокруг недоверчивым взглядом. Спасательная служба, получив сигнал о раненом звере, прибыла быстро. Специалисты аккуратно подошли к медведю и ввели его в состояние сна, чтобы обеспечить безопасную транспортировку. Проведя осмотр, они поняли, что медведю требуется не только лечение, но и отдых, который возможен лишь вдали от людской суеты. Новость о приключениях Миши и его невероятном плавании моментально разошлась по местным каналам. Охотников вскоре нашли, и их ответственность за ранение животного не прошла безнаказанной. Им выписали огромный штраф, а также обязали возместить все затраты на лечение медведя. Миша, оправившись от ран, вернулся в свои родные леса. Теперь его история передавалась из уст в уста, и каждый раз слушатели поражались духу и настойчивости жизни, которая нашла свое выражение в легендарном плавании могучего медведя. Его возвращение домой стало символом надежды и силы природы, которая, несмотря на все преграды, всегда находит путь к своим истокам. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.